История великих тюркских империй. Тюркские народы издревле играли ведущую роль на евразийских просторах. Тюрками было образовано более 80 исторических государств, многие из которых изумляют своими размерами. Тюрки значительно повлияли на ход мировой истории. В данном видео речь пойдет о самых великих тюркских империях, которые поражают своим величием и до сих пор будоражат умы миллионам людей по всему миру. Прежде чем продолжить просмотр видео, хочу попросить вас подписаться на мой канал Геокартограф. Вам не сложно, а мне будет безумно приятно. Самым первым тюркским государством была Великая империя Хунну, основанная Моде в 209 году до нашей эры. Она располагалась к северу от Китая. Хунну – дикий и воинственный народ. В течение нескольких сотен лет наводил страх на китайские города. Именно благодаря Хунну была построена Великая Китайская стена, уникальнейшее чудо света. Китайцы ее соорудили, чтобы хоть как-то спастись от натиска Хунну. На пике своего могущества империя Хунну простиралась от Каспийского моря на западе до Тихого океана на востоке. Изначальной целью расширения державы Хунну на юго-запад было установление контроля над шелковым путем, связывающим Китай с Европой, благодаря чему Хунну получали значительную прибыль от торговли, что естественно не нравилось Китайской империи Хань. И в результате хунну-китайских войн Хунну были разбиты ханьцами. После этого поражения в империи Хунну началась гражданская война, по завершению которой держава Хунну распалась. Западная часть Хунну растворилась в степях Казахстана, а восточная часть стала вассалом Китая. Не все хунну были довольны подчинением Китаю, и с приходом к власти Пуну в 46 году уже нашей эры вассалитет Китая был отменен. Была образована Западная империя Хунну. В таком виде она продержалась всего 2 года. В 48 году Хухань II поднял восстание южных хунну, отделился от Западной империи Хунну и присягнул верности Китаю. Северные хунну, то есть сторонники независимости, долго боролись против Китая и южных хунну. Только восстановить прежнее величие они были уже не в силах. И в 155 году, после войны с новообразованной Сяньбийской державой, северные хунну были окончательно разбиты. Их остатки были вынуждены покинуть свою родину в поисках лучшей жизни. Так началось великое переселение народов. Хунну, двигаясь на запад, вытесняли все народы, которые встречались на их пути. А те, в свою очередь, убегая от хунну, теснили другие народы. Таким образом, по принципу домино, движение хунну на запад спровоцировало крупнейшее в истории переселение народов. В Средней Азии хунну разделились. Одна часть пошла на запад. В Европе они стали известны как гунны, а другая часть осела в междуречье Сырдарьи и Амударьи. Эту часть хунну называли белыми гуннами или автолитами. Дойдя до Европы к 374 году, гунны под предводительством Баламира осели при черноморских степях Поднепровья, где ими была основана Европейская империя гуннов. Освоившись на новом месте, гунны принялись расширять свои владения. Они подчинили себе всю степь от Дуная до Урала, вторгались в Закавказье. Вождем белых гуннов Бахшунваром в 440 году на территории Средней Азии было создано еще одно государство тюрков – Эфталитское царство. Европейская империя гуннов наибольшего успеха достигла при Аттиле. Аттила дважды воевал с Византией, и оба раза византийцы были разгромлены. Гунны захватили большую часть Балканского полуострова, согласившись уйти оттуда только взамен на тяжелейшую дань. При Аттиле была завоевана Германия, велись войны с Западной Римской империей. Гунны разорили Галлию, Северную Италию, и только смерть Аттилы спасла Рим от полного поражения. После вторжения гуннов Западная Римская империя так и не смогла оправиться и была окончательно добита германскими племенами 23 года спустя. Без Аттилы Европейская империя гуннов быстро распалась в 455 году. Сыновья Аттилы не смогли поделить его государство и не обладали достаточным авторитетом, чтобы удержать завоеванные народы. И вскоре от огромной империи не осталось и следа. Гунны растворились среди прочих кочевых народов причерноморских степей. В Средней Азии государство белых гуннов просуществовало немного подольше. Здесь также не обошлось без великих завоеваний. В течение второй половины V века эфталиты подчинили себе огромные территории в Иране, Афганистане и Северной Индии. В Индии, однако, им не удалось надежно закрепиться, и вскоре они оттуда удалились. Эфталиты продолжали войны в Иране и пытались полностью его захватить. Но вскоре у них появился еще один соперник. В горах Алтая в 552 году вождем гёк-тюрков, то есть древних тюрков, из племени Ашина Бумын-Каганом
был образован тюркский каганат, в будущем одно из самых крупных государств в истории человечества. Гёктюрки довольно быстро одолели Жужанский каганат, существовавший в ту пору в степях Монголии, и захватили все его земли. И вскоре стали самой грозной силой в степях Евразии. На западе они дошли до Волги, а на юге вышли вплотную к границам Эфталитского царства. Эфталиты оказались зажаты между Ираном на западе и тюркским каганатом на севере. Им не удалось избежать войны на два фронта, и вскоре государство белых гуннов пало под ударами тюркского каганата, а остатки Эфталитского царства были захвачены Ираном в 567 году. Другой тюркский народ, авары, под предводительством Баяна I вторглись в Придунайские степи, где в 562 году создали свое собственное государство – аварский каганат. Авары заняли ту же нишу, которую занимали гунны в Восточной Европе. В 60-х годах VI века они захватили значительные площади к северу от Дуная. На востоке их владения доходили до границ тюркского каганата. На юге авары продолжали свое наступление на Византию. После победы над эфталитами тюркский каганат был на вершине своего могущества. Тюрки полностью контролировали шелковый путь, приносивший им колоссальную прибыль. И в 576 году им удалось захватить Византийский Крым. Управление столь огромной империей требовало немалых усилий. Однажды в тюркском каганате возникли разногласия между наследниками престола. Этот политический кризис усугубился внешней угрозой со стороны Китая и прочих соседей, желавших отхватить себе тюркских земель. В результате в 603 году тюркский каганат распался на западно-тюркский и восточно-тюркский каганаты. Авары, воспользовавшись случаем, подчинили себе Крым. В начале VII века Византия вела войну на уничтожение с Ираном. Авары выступили в этой войне на стороне Ирана. Собрав огромную армию, как минимум наполовину состоящую из славян, они пересекли Дунай и вторглись в византийские владения. На первых порах им сопутствовала удача. Они захватили много земель на Балканах и осадили Константинополь. Только во время осады города славяне покинули авар. Авары, так и не сумев захватить неприступные стены Константинополя, заключили с Византией мир, ничего не получив от нее, кроме огромной дани. После этой войны аварский каганат стал неуклонно уменьшаться. Покоренные им славянские народы один за другим отсоединялись от авара, и к середине VII века аварский каганат уменьшился вдвое. В 651 году от западно-тюркского каганата отделилась Хазария. Ее первым каганом был Ирбис. Хазары начали активную экспансию. Ими были подчинены Предкавказье и Южное Поволжье. Эти территории стали основой их государства. Аварский каганат тем временем продолжал сокращаться, и к 680 году под их контролем остались только земли в Дакии и Паннонии. Дальнейшая экспансия хазар проходила на юг, в Закавказье. Хазары подчинили Грузию, Армению и Кавказскую Албанию, которые были обложены данью и вошли в орбиту влияния хазарского каганата. Здесь, в Закавказье, хазары вышли вплотную к границам арабского халифата. Между ними разгорался конфликт, вскоре переросший в затяжные войны. К концу VII века владения хазаров простирались от Крыма до реки Урал. Они контролировали весь Кавказ. В те времена Каспийское море даже называли хазарским. Хазарская идиллия на Кавказе была нарушена вторжением арабского халифата. В 837 году арабы нанесли поражение хазарам, и те были вынуждены взамен на мир принять ислам. Хазарам удалось отстоять свою независимость. Приняв ислам, они остановили продвижение арабского халифата в Восточную Европу, тем самым спасли славян от исламизации. На востоке, в степях Монголии, в 844 году, после распада восточно-тюркского каганата, появляется новый уйгурский каганат. Первым каганом был избран Кутлук I Бильбапейла. Первые 20 лет своего существования уйгурский каганат непрерывно расширялся и быстро захватил всю степь, от Балхаша до Амура. В 858 году уйгуры на свою голову потревожили енисейских кыргызов и вторглись в их владения. Тогда они еще не знали, чем это для них обернется. Пик могущества уйгурского каганата пришелся на вторую половину 8 века. В 866 году на берегах Сырдарья племенами агузов, откочевавших сюда с Алтайских гор, была создана агузская держава. Агузы были предками османов, азербайджанцев и ряда других народов, их нельзя было не упомянуть. Первое время, формально, агузы были вассалами хазарского каганата. В 80-х годах 8 века агузы вытеснили печенегов из западного Казахстана.
заняли территории между Каспием и Амударьей. Исход печенегов из Средней Азии привел к тому, что они мигрировали на запад, под власть хазар, и в дальнейшем обрушили свой гнев на Древнюю Русь. Хазарский каганат, в 8 веке остановленный арабами на юге, направил всю свою пассионарность в северном направлении. В начале 9 века хазары обложили данью ряд славянских племен и включили их земли в состав своего государства. Тем временем на западе у аварского каганата дела шли не очень хорошо. После сокрушительного поражения в войне с императором франков Карлом Великим, аварский каганат был практически уничтожен. В 805 году Болгарское царство завоевало последний его осколок, тем самым окончательно ликвидировав аварскую государственность. В 820 году енисейские кыргызы под руководством Ажо восстали против уйгурского каганата и создали свой собственный кыргызский каганат. Война между уйгурами и кыргызами длилась 20 лет. По результатам этой войны уйгурский каганат был уничтожен, и вся его территория в скором времени вошла в состав кыргызского государства. Не остановившись на достигнутом, кыргызы продолжили свою экспансию. Ими был захвачен ряд территорий в Средней Азии. Следующие 80 лет считаются эпохой кыргызского великодержавия. Это период расцвета и наивысшего могущества кыргызского государства. Кыргызы были полноправными хозяевами Великой Степи. В конце 9 века власть хазарского каганата над славянскими племенами начала ослабевать. Сначала в 864 году освободились поляне. Спустя 20 лет, по мере становления древнерусского государства, от хазар отпали радимичи и северяне. Печенеги, осевшие в причерноморских степях, видя ослабление хазарского каганата, также перестали им подчиняться. В начале X века кыргызский каганат утратил свою территорию в Монголии. Кыргызам удалось сохранить только свою родину, Минусинскую котловину и Тыву. Эти земли кыргызы удерживали вплоть до монгольского нашествия. В 924 году кыргызский каганат был распущен. После падения кыргызского каганата на землях Семиречья в 942 году Сатук-Баграханом было основано Караханитское ханство. В 962 году в горах Гиндукуша тюркским полководцем Альп-Тегином было образовано государство газневидов. В 964 году Агузская держава заключила союз с Киевской Русью против Хазарии. Русский каган Святослав ударил по хазарам с севера, а агузы с востока. И в 965 году хазарский каганат был ликвидирован славяно-тюркским союзом. К агузской державе перешли все хазарские земли восточнее Волги. Недолго агузы наслаждались плодами победами над хазарами. Уже в начале XI века с востока пришли кыпчаки, известные на Руси как половцы. Кыпчаки потеснили агузов, и те разделились на две части. Одна часть, тюрок-агузов, мигрировала в причерноморские степи. На Руси они известны как торки. Эта часть агузов в скором времени вошла в состав русского этноса. А вторая, основная часть агузов, переместилась южнее. В степях Казахстана, от Волги до Иртыша, была образована Половецкая империя Дэшти-Кыпчак. Вообще агузы и кыпчаки – это две самых главных ветви тюрков, от которых произошло большинство современных тюркских народов. От агузов произошли османы, азербайджанцы, туркмены и другие. А от кыпчаков – казахи, татары, башкиры, кыргызы и другие. В первой половине XI века газневиды активно завоевывали для себя территории в Иране и Индии. Однако их завоевания оказались недолговечными. Уже в 1028 году в долине Амударьи Тагрулбеком был заложен фундамент для строительства Великой империи сельджуков. Несмотря на свои относительно скромные на тот момент размеры, сельджуки активно наступали на газневидов и завоевали ряд их северных территорий. В 1040 году Караханитское ханство последовало примеру тюркского каганата и распалось на Западно-Караханитское и Восточно-Караханитское ханство. 2 года спустя не стало и Агузской державы. Ее остатки были разделены между сельджуками и кыпчаками. В течение следующего десятилетия вся мощь Сельджукской империи была направлена в южном направлении. Сельджуки подчинили себе весь Иран и аббасидский халифат, управляемый в то время буидами. Сами сельджуки халифами не стали. Ими остались аббасиды, только теперь халифы были под властью сельджукского султана. После вторжения сельджуков в газневидское государство от их владений остались только земли в долине реки Инд. Большинство территорий в Индии из-за их ослабления отделились. Тем временем на севере половцы впервые столкнулись с Русью в 1055 году. Поначалу взаимоотношения Киевской Руси и Дэшти-Кыпчак были мирными,
Но уже 13 лет спустя между этими двумя государствами разгорелась война. Половцы победили Русь и стали хозяевами в причерноморских степях. В 70-х годах XI века сельджуки продолжили свое движение на запад. Они нанесли поражение Византийской империи и Фатимидскому халифату. Они завоевали всю Малую Азию, Месопотамию и Левант. Впервые тюрками были захвачены священные для мусульман города Мекка и Медина. Сельджукская империя была типичным средневековым феодальным образованием. На ее территории вскоре стали появляться различные вассальные образования, то есть автономии. И одной из этих автономий был Румский султанат, созданный сельджукским полководцем Сулейманом Куталмышоглу. Именно от Румского султаната, или как его еще называли Канийский султанат, произошли османы. Достигнув на западе предела своих возможностей, сельджуки обратили свой взор на восток и в 1089 году захватили Западно-Караханинское ханство. В конце XI века кыпчаки в союзе с византийцами окончательно разгромили печенегов, и в одночасье, к великому сожалению, печенеги навсегда исчезли как этнос. Разгромив печенегов, половцы занялись Русью, и в 1094 году захватили крупнейший ее анклав на Черноморском побережье – Тамутараканское княжество, доставшееся Руси в наследство от Кагана Святослава Рюриковича. Завоевания сельджуков встретили яростное сопротивление алчных государств Европы, стремившихся помочь Византии, разумеется, не безвозмездно. И в 1095 году против сельджуков был объявлен первый крестовый поход. Время для этого похода было выбрано не случайно. В конце XI века сельджуки из-за феодальной раздробленности практически утратили контроль над своими западными территориями. Первый крестовый поход был успешным для крестоносцев. Румский султанат был разгромлен и лишился большей части своих владений, а сельджуки лишились выхода в Средиземное море. Кстати, всем, кому интересно, предлагаю посмотреть мое отдельное видео про первый крестовый поход на канале Геокартограф. После войны с крестоносцами империя сельджуков стала распадаться на отдельные эмираты, которые уже не подчинялись власти султана. И в 1118 году, по уже ставшей для тюрк традиции, государство сельджуков разделилось на западную и восточную части. На востоке был образован Хорасанский султанат, а на западе – Иракский. Румский султанат, оставшийся сам по себе, стал полностью независимым. В течение XII века взаимоотношения Дэшти-Кыпчак и древнерусских княжеств были относительно мирными. Половцы теперь совершали набеги на Русь только совместно с другими русскими князьями. Между Русью и половцами часто заключались династические браки. Так, например, Андрей Боголюбский был внуком половецкого хана Аепы. Часто половецкие ханы носили русские имена, что говорит о тесном сотрудничестве славян с кыпчаками, и можно даже сказать об их интеграции. В 1157 году из-под власти Хорасанского султаната в низовьях Амударьи освободился Хорезм, государство Хорезм-Шахов. Первым полностью независимым правителем Хорезма был Тадж-ад-Дин или Арслан. История Хорезма очень драматична. Его взлет был крайне быстрым, и таким же быстрым было его падение. Хорезм-Шахи, воспользовавшись упадком Хорасанского султаната, принялись захватывать бывшие сельджукские владения. Газневиды к тому времени были окончательно вытеснены в Индии Гуритским султанатом. Хорезм-Шахи продолжали завоевывать Хорасан, а агузы Румского султаната, оправившись после первого крестового похода, принялись восстанавливать свои владения. В 1186 году гуриды ликвидировали государство газневидов. В конце XII и начале XIII века Хорезм активно расширял свои владения. Хорезм-Шахи покорили практически весь Иран, Афганистан и достигли берегов Инда. Румский султанат в первой половине XIII века также был на вершине своего могущества. Эту тюркскую идиллию внезапно разрушили монголы, которые словно гром посреди ясного неба вторглись сначала во владения Хорезм-Шахов и в 1221 году захватили половину их владений, включая долину реки Амударьи, центр Хорезма. А в 1223 году в битве на Калке два братских народа, славяне и половцы, которые объединились против монголов, потерпели сокрушительное поражение. Я называю эти народы братскими не случайно. За 2 века совместного существования на восточноевропейской равнине половцы и славяне сильно породнились, и половецкий хан, зовя Русь на помощь, обратился в первую очередь к своему зятю, галицкому князю Мстиславу Удатному. После этого поражения Дэшти-Кыпчак перестала существовать. Вся ее территория вошла в состав Монгольской империи, и на ее территории был образован Улус Джучи.
Кыпчаки ввиду солидного демографического перевеса над монголами ассимилировали их. Кыпчакский народ был доминирующим в Улусе-Джучи. Хорезм упорно продолжал сопротивляться монголам. В период затишья, пока монголы совершали свой западный поход, хорезмшахи захватили Азербайджан. Но несмотря на все свои отчаянные попытки сохранить свое государство, в 1231 году Хорезм пал под ударами монголов. А вслед за Хорезмом в 1243 году монголы разорили Ирумский султанат. По сути, на территории Малой Азии установилось точно такое же монголо-татарское иго, как и на территории Руси. Обе страны платили дань монголам, и монголы не вмешивались в их внутреннюю политику. После падения Румского султаната все тюркские народы оказались включенными в состав Монгольской империи, на западе которой тюрки составляли этническое большинство и успешно ассимилировали малочисленных монголов. А про возрождение тюркских империй после монгольского нашествия смотрите в следующей части.